Доброе утро! Доброе утро, друзья! А сейчас у нас на Южном Гоа 7 часов утра, и мы с вами сегодня направляемся. Куда мы направляемся? А мы сегодня с вами отправляемся в Старое Гоа. Да, Старое Гоа. И маршрут, и мы едем своим ходом. Маршрут у нас будет, получается, Беталбатим-Маргао. Там пересаживаемся на автобус Маргао. Панаджи, забыл столицу. И Панаджи, там тоже пересадка, Панаджи, Старая Гоа. Так что, ребята, едем с нами, и вы узнаете, как можно добраться своим ходом за 100 рупий. Вот подошел автобус наш. Получается, Беталбатим-Маргао, стоимость которого составляет 20 рупий с человека. Hello. Чистенький автобус, посмотри какой. Да. На таком приятно и покататься, и съездить на Маргао, и в Старое Гоа. Так что всех милости просим. Welcome to India. Вот мы наконец доехали. Доехали не как обычно, высадились возле парка, а доехали до самого автобусной станции. С этой вот автобусной станции можно уехать в Панаджи. 50 рупий билет, вот вы видите, сразу автобус. Ждать не пришлось, и сразу заходит. Автобус мягкий. Вот вы видите, как быстро произошла пересадка. Мягкий такой автобус, только много места, кондиционер, ну вообще, ну просто великолепно. Кстати, очень классный автобус. А сколько нам ехать по времени же? Скажи-ка нам, Панаджу. Ну, я думаю, от получаса до часа, в зависимости, как ехать будем. И 50 рупий на одного человека? Да, на одного человека. С нас двоих это 100 рупий. Так это что вообще путешествовать просто... в Индии выгодно своим ходом. Намного выгодно. И не забывайте лайк, колокольчик и подписка. Смотрите это видео до конца. И мы с вами побываем в Старом Гоа. Доехали до станции Панаджи. Время в пути составило 45 минут. Ну, относительно быстро, комфортно на мягком автобусе. Здесь даже вот так вот интересно, созывают. Так понимаю, что, может, половина писать, читать, считать не умеют, и они вот созывают, куда ехать. Я уже обратил это внимание. Вот так выглядит автостанция Панаджи, столица Гоа. В центре автостанции также есть храм. Да, зашли в водительскую будку. Пришел наш бородатый водитель, и мы сейчас тронемся в путь. Билет стоит до Старого Гоа 20 рупий с человека. Добрались до Старого Гоа, автобус был битком набит, это, конечно, жесть. Доехали мы за 20 минут, и проезд составил 20 рупий с человека. Соответственно, если доехать от нашего Беталбатима и до Старого Гоа, составляет 80 рупий. Обратно 160. Вы можете посетить Старый Гоа самостоятельно с Южного Гоа. Но, ребята, это, конечно, жесть в индийских автобусах ездить. Не, ну тут хороший был, а этот это вообще... Да, междугородний был нормальными. 15 минут для меня прошли ужасно. А местные, они, конечно, набивают битком. И добрались до Старого Гоа. Это бывшая старая столица Гоа. Но в начале 17 века, когда случилась малярия, генерал-губернатор переехал, как можно сказать, бежал от болезни, переехал в Панаджи, и столица переехала, соответственно, в Панаджи. Церковь святого Франциска Ассизского
была известна тем, что в ее стенах долгое время покоился святой Франциск Савьер. Именно благодаря ему и зародилось христианство во многих странах Азии. Серебряный гроб с телом святого украшают драгоценные камни и бронзовые пластины, на которых изображены жизненные сцены. Был случай, когда фанатики попытались украсть палец ноги Ксавьера. Дабы подобное не повторилось, создали и установили стеклянный колпак. 8 францисканских монахов появились в этих местах в 1517 году. Губернатор выделил им дома. Ранее зданиями владел глава местного полицейского участка. Монахи занялись построением часовни. В ней возвели 3 алтаря. Строительный процесс был завершен в 1521. В 1529 в здании начали реконструкцию. На то время там жили монахи. Их было всего 40 человек. Так, вот еще одни ворота, которые ведут нас к спуску к реке. Тоже видно португальцы. Не знаю, изображение какого-то, может, знаменитого португальца. Арка, получается, вот Сергей подсказывает. И от арки спуск к водоему. Спустившись от арки вниз к реке, мы видим, здесь есть паромная переправа. Вот только что отправился паром на тот берег. Иду по старому мосту или паромной переправе. Страшно подходить поблизости, потому что так это все разрушено. А то сейчас как тоже рухнет. И мы вот видим, как отправляется паром на тот берег. Смотрите, какие виды. Там тоже вот паром. Обалденная, конечно, красота. Ребята, ну, честно говоря, не передать. Такие вот пальмы. Кроны деревьев, нависшие прямо над речкой. Просто супер. Ребята, если вам нравится наше видео, от вас лайк, колокольчик и подписка, конечно. Ну и вы можете поддержать наш канал, спустившись вниз под видео в описании. Там есть у нас донаты, Юмани, карты Сбера. И ваша поддержка очень важна для нас. Получается, один паром туда ушел, на тот берег реки, а второй паром подошел. И вы видите, сколько там, 5 автомобилей, десяток байков. Ну а также, да, в основном это паромы для техники. Но также я вижу, вот и люди тоже переправляются. Да, и очень так возле реки свежо, хорошо, приятно дышится. Ну а мы двигаемся дальше исследовать Старая Гоа. Как тебе возле речки? Свежо было, да? Да, и было бы классно, если бы туда занырнуть. А я там рыбу тоже видел. Но я там ничего не видел, потому что страшно было подойти другу, подскользнулась бы и нырнула бы туда. И крокодил бы цап! Не думаю, что тут может быть крокодилы, хотя кто его знает. Вполне возможно. Глубоко. Но чистая вода и очень теплая. Здесь всегда лето, ведь мы в стране сказки. В стране чудес. Впечатление у тебя? Впечатление положительное. Находясь в этом городе, а именно в Старом Гоа, ты чувствуешь какое-то вот умиротворение, спокойствие, да, и очень много вот таких вот зданий, церквей или костелы, ну вроде бы церкви, там внутрь заходишь, похоже на костел, ну я не знаю, ну в общем
Очень так здорово, очень чисто, очень ухоженно, очень зелено, очень много разных цветов, деревьев. Очень все красиво, очень все комфортно, люди добрые. И заходишь бесплатно, кстати, вот. Так что приезжайте в Старая Гоа. Можете вместе с нами побывать в Старом Гоа. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно жмите на колокольчик, чтобы побывать с нами не только в Гоа, в новом или в старом, но вообще по всему миру. Несмотря на изобилие религиозной архитектуры Гоа, церковь Святого Каэтана является редкой и уникальной жемчужиной в этом прибрежном индийском штате. Ее назвали в честь святого Каэтана Тиенского, основавшего в 1524 году монашеский орден теотинцев, и сегодня она является единственным сохранившимся образцом итальянской архитектуры в Старом Гоа. Церковь была построена в 1661 году итальянскими монахами ордена теотинцев на берегу реки Мондови. Обратите внимание, алтарь вырезан. И не только алтарь, вот слева и справа то же самое вырезаны с дерева. Представляете, сколько надо резчиков и каких профессионалов, чтобы лики могли идеально вырезать. Это все совместить, потому что это не с цельного куска, а соединялось вот кусками. Очень, кропотливая работа. Так же вот как и потолок. Не знаю, какой-то, видите, что-то типа стола. Напоминает, как жертвоприношение. Тоже могильные плиты с гербами. Интересный какой-то стол. Ну а мы двигаемся обратно в зелень, под кроны деревьев. Ну, как тебе? Побывав в Старом Гоа, ты открываешь для себя совершенно иное чувство. И это чувство, забыла слово, как же оно называется, забыла это слово, чувство, так, ты можешь на паузу нажать, забыла чувство. Въездные ворота наместника великих моголов в Старом Гоа. Кусок цельного камня еще сохранился. Представляете, сколько ему лет? А с правой стороны открывается такой вот вид. Растет бамбук, понимаю, папайя. Смотрите. Все утопает в зелени. И такие, вот здорово, и такие вот елочки интересные. Не знаем, как называются, растут в Гоа. Напишите, ребята, как они называются. У них такие немножко нежные иголки, не очень жесткие, как наши. Старый Гоа утопает в зелени. Старые массивные деревья, ну это просто обалдеть. Да его реально не обхватить. И, наверное, 5 человеком. Видите, дорожки вымощены со скальных пород. Когда-то мывались морем, потому что вот видны ракушки. И это все обработали и выложили дорожку. Собор Святой Екатерины – один из крупнейших католических храмов Азии. Сами индийцы называют этот собор Се-катедрал. Первый католический костел на месте современного храма заложили еще в 1510 году португальцы в честь победы над мусульманской армией. Поскольку решающая битва была выиграна в день праздника Екатерины Александрийской, то и церковь посвятили именно ей.
Широкую известность собор Святой Екатерины приобрел не только благодаря своей внушительной архитектуре. В его стенах содержится одна из известнейших христианских реликвий Гоа – крест, возле которого, согласно преданию, в 1619 году произошло чудесное явление Иисуса Христа. Считается, что крест с тех пор обладает силой исцеления больных, поэтому сегодня собор стал одним из важнейших мест паломничества христиан Индии. Тоже видно какой-то политический, или может губернатор какой. И у каждого такого захоронения есть свой алтарь. Смотрите, ребята, еще вот такой вот склеп. Даже монеты вот туда бросают. Даже видно черепа. Это вот фамильный склеп какого-то политического или церковного деятеля. Так, а вот пройти такую вот знаменитую церковь тоже нам не получилось, где хранятся мощи Франциска, который такой значимый деятель для Гоа. Не получилось, потому что мы спросили в охранника, 2 месяца ремонт. Так что вы видите, все туристы смотрят издалека. Конечно, очень жалко, но ничего, будет повод приехать второй раз. Много торгашей со всякими разными штучками. Ну, видите, заточены на туристов. Crystal. Just looking for crystal on natural. Давай мороженое. Мороженое. За 100 рублей. Да? Сколько? Есть 80, 30 есть, мороженое. которые мы 50, кушаем, 70. да? Ну, то 35 вот такое вот у нас. Ага, видите, здесь уже более на туристов заточены цены. Мороженое, которое стоит Ой, я вот это 35, хочу. оно здесь стоит 60 рупий. Взял мороженое, труфель, вот такое, вообще маленькое, посмотрите, детское, 80 рупий. А у Кати тоже 60 рупий. Ну, понятно, здесь туристическая зона, и, соответственно, цены туристические в 2 раза завышены, ну и мороженое в 2 раза занижено, такое ощущение. Но как тебе, вкусно? Вкусно. Ну, приятного аппетита. Также есть лавки торгашей, такие торговые центры. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Смотрите, приобрели мы вот такую вот ложечку варить варенье. И знаете за сколько? Стоимость составила 50 рупий. Деревянная, ну. О, змея. О, змея. Кобра? Кобра. Да. Так что торгуйтесь и ищите, и всегда свой покупатель найдет свой товар. Старик. Рупий. Видите, а где-то мы купили В Джодхпуре. В Джодхпуре мы Джодхпуре купили за 100 рупий. Так что видите, но за цены. 100 рупий мы купили немножко другого качества. А это уже такое вот и узоры. Сейчас вот откроет. Оно более прочное такое. Да. Ну, оно не слишком плотнее, но может по качеству получше. How much тебе спрашивают, как how much? Джодхпур. कितना पीस 100. Да, Джодхпур. ये वो नो ये बेस्ट क्वालिटी कॉटन
Да, тут можно бесконечно торговаться. Так, после небольшого шопинга двигаемся в госпиталь Франциска. Такие португальские строения. А впереди у нас разрушенная башня, что осталось от церкви. Вот если вам такое здание нравится, то вам понравится у нас в Беларуси. У нас очень много таких заброшенных усадеб. От церкви осталась только колокольня. Церковь Святого Августина была построена в 1597-1602 году 12 монахами ордена Святого Августина и посвящена Богоматери. Эта церковь была одним из крупнейших зданий и самой большой церковью на территории Гоа. В прежние времена это место поражало свою красоту и величием. Здесь были возведены здания для братства августинцев, столовые, спальни, больничные и гостевые корпуса. На территории комплекса стояла прекрасная церковь с 4 алтарями и 8 часовнями. Даже башен у этой церкви было 4. Строительным материалом монахам послужила местная горная порода латерит. В XIX веке деятельность монахов-августинцев и в частности этой церкви была запрещена португальским правительством. Монахи были изгнаны, а место заброшено. Печальные события прошлого привели к разрушительным последствиям для церкви Святого Августина. Постройки уничтожило время, природа и люди. И вот мы находимся в самом внутри. Видите, как и всех есть надгробные плиты, плохо сохранившиеся, но видны вот такие, как бы влево и вправо склепы тоже. Вот герб очень хорошо сохранился. И Катя подустала. Ой, очень жарко уже. Да. В такое время. Совет: едьте или с утра, или вечером. Ну лучше, конечно, с утра мы и так поехали. В 7 утра, да, уже обед. Ой, у меня, не знаю, как у других, но у меня просто уже нет силы. Очень жарко, настолько жарко. Да, потому что с экскурсией вы ходите, там в основном только посещаете 3 церкви, а мы в основном, вот видите, ходим по всяким разрушенным зданиям, церквям, чтобы показать вам. Ну, а такая экскурсия, по-моему, она, наверное, сколько? 2 или 3 часа, наверное, длится. Ну, очень красиво. Да, это история Гоа. Остаток это вот и церкви. Вы видите на камеру, какие руины. Это реально круто. Все это 16, 15, 17 веков. Вот 15, уже 15, 14 всех приплел. Уже от жары, да? Да. Это вот детей привезли на экскурсию. Заходи. Заходи. А это вот тоже церковь, еще одна Святой Моники. Тоже гербов здесь вообще полно. Имя надо записать. Это вот еще одна церковь Святой Моники. Понимаю, действующая. Нас попросили записать имена и номера телефонов. Тоже продают всякие разные вещи. Вот такая небольшая. Не знаю, для чего записывали координаты. Ну, правило есть правило. Друзья, а мы с вами посетили старое Гоа. Бюджетно, можно сказать, своим ходом на автобусах. Увидели весь колорит индийской жизни. Пообщались, как говорится, в автобусах и с индусами. Так что от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну, ты добавишь? Ну, а тем, у кого, это мое мнение, есть много времени, то стоит съездить в старое Гоа. Но если у вас поджимает время,
ну, как бы, Ну, особо не впечатлило. Да. Такого, чтобы вау. Ну, понятно, церкви, понятно, столица. Галочку поставить для того, чтобы побывали, как бы, если вы надолго приезжаете, нужно. Ну, а там уже вы смотрите по обстоятельствам. И, в принципе, мы все достопримечательности, все церкви мы мы обошли. все сняли, все вам Полностью мы все показали. обошли. Так что, если у вас нет времени, подписывайтесь на канал «Мир путешествий и отдыха» Вова и Катя и смотрите, пожалуйста, наши видео. Пока-пока.